Приветствую уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве сообщило о предъявлении арестованному ранее вору в законе Рашаду Исмаилову обвинения в двойном убийстве 12-летней давности. Как следует из сообщения, Исмаилов еще в 2013 году занял высшее положение в преступной иерархии, получив статус вора в законе и криминальное прозвище Рашад Гинджинский. Между тем, согласно закону, принятому в России 2 года назад, занимать высокое положение в криминальной иерархии, то есть носить титул вора в законе, влечет уголовную ответственность и наказывается лишением свободы на срок до 10 лет, статья 210.1 Уголовный кодекс Российской Федерации «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Следствие установило причастность Исмаилова к убийству 2 человек. В один из майских дней 2009-го он с сообщниками подъехал к кафе на Измайловском шоссе и расстрелял автомобиль с 2 мужчинами. Жертвы от полученных ранений скончались на месте. Как выяснилось, мотивом расправы стала месть за убийство соратника вора в законе. Рашад Гинджинский был арестован в Минске в 2019 году, когда слишком шумно веселился с друзьями в одном из отелей. Компания привлекла внимание горничной, и та вызвала милицию. Правоохранители обнаружили в номере оружие, наркотики, да еще и установили, что гости пересекли границу по поддельным паспортам. По имеющимся данным, Исмаилов отправился в Беларусь по заданию другого азербайджанского криминального авторитета, Надира Салифова, дабы проверить состояние криминального общака в этой стране. Хотя сам он уверял, что приехал в Беларусь немного поиграть в казино и отдохнуть. За эти преступления в июле 2019 года Гинджинский был приговорен к 10 годам белорусской колонии усиленного режима, из которой освободился условно-досрочно примерно через год. Воспользоваться свободой авторитет, впрочем, не успел, его сразу отправили в Москву под конвоем оперативников столичного угрозыска и там снова взяли под стражу. Так кого же Рашад Гинджинский расстрелял 12 лет назад? Чем они не угодили криминальным авторитетам? Как пишет газета «Коммерсант», Рашад Гинджинский и расстрелянные им люди были сторонами многолетней криминальной войны за оптовые поставки фруктов и овощей из Азербайджана в Москву. В то время эту войну вели группировки криминального авторитета Бахаша Алиева, Равшан Ленкоранского и Лоту Гули. В настоящее время никто из них не выжил, все погибли в результате жестоких разборок за контроль над продажей азербайджанских овощей в Москве. Так что выяснить обстоятельства дела сейчас, когда все вероятные заказчики убийства на Измайловском шоссе и многих последующих преступлений мертвы, следствию будет нелегко. Тем не менее, в Следственном управлении по Москве уверены, что в мае 2009 года именно Гинджинский, тогда еще только стремящийся к воровской короне, расстрелял в районе 2 сидевших в припаркованном возле кафе ботик Петра BMW X5 мужчин. Надо сказать, что расстрелянные азербайджанцы Мамедали Гусейнов и Гашем Вердиев вовсе не были, как сообщалось в первые дни расследования, простыми торговцами овощами. Позже выяснилось, что они тоже имели при себе огнестрельное оружие, умели обращаться с ним, но не успели оказать сопротивление 2 стрелкам, открывшим по иномарке перекрестный огонь из автомата и пистолета. Убитые, как установило следствие, сами подозревались в заказном убийстве, совершенном ранее в Азербайджане, и жили в Москве по поддельным документам, скрываясь одновременно и от правоохранителей республики, и от своих личных врагов. «Коммерсант», ссылаясь на близкий к участникам конфликта источник в диаспоре, считает, что эти Гусейнов и Вердиев в ноябре 2007 года расстреляли в Баку авторитетного бизнесмена Рагуфа Рустамова, который в то время контролировал оптовые поставки овощей и фруктов в московский регион. Убитый, по данным источника, был ставленником азербайджанского вора в законе Бахаша Алиева, а его предполагаемые убийцы состояли в клане другого законника из Азербайджана, Равшан Ленкоранского, в
то время только претендовавшего на контроль над плодоовощным московским бизнесом. В интернет-источниках имеется довольно подробная информация о преступлении, произошедшем в Баку 14 лет назад. МВД Азербайджана тогда сообщало, что вечером 25 ноября 2007 года в Баку возле ресторана «Тангал» на улице Гасана Алиева житель Агдама Рагуф Рустамов получил многочисленные пулевые ранения, был доставлен в больницу и там скончался. Еще не обладавший тогда высшим криминальным статусом, Рашад Исмаилов, согласно сегодняшней версии следствия, принял в этом конфликте сторону вора Вахи и, надеясь заручиться его поддержкой в будущем, расправился с людьми из конкурирующей бригады. Но на этом кровь, пролитая ради азербайджанских помидоров, не перестала проливаться, гангстерские войны продолжались впоследствии годами. Весной 2014 года в Одессе был застрелен Ваха, 2 годами позже в Стамбуле смертельные ранения получил Равшан Ленкоранский. Наконец, в августе 2020 года в турецкой Анталии погиб предполагаемый заказчик обоих покушений, вор в законе Лоту Гули, также пытавшийся взять под свой полный контроль оптовые поставки овощей в Москву. На фоне всех этих кровавых войн папку с делом об убийстве Гусейнова и Вердиева, совершенного в 2009-м, следователи сбросили в архив. Однако после экстрадиции Рашада Гинджинского из Беларуси расследование было возобновлено. Рашад Исмаилов после громкого убийства в 2009-м активно участвовал в криминальной жизни, однако в серьезных преступлениях замечен не был. Оперативники задерживали его как участника воровских сходок, но после проверок отпускали. Его проверили и на причастность к организации убийства Равшана Ленкоранского в Турции, однако в тот раз улик против него не нашли. Напомним, что инцидент произошел в Стамбуле 18 августа 2016 года возле одного из люксовых отелей на бульваре Барбарос в районе Бешикташ. На место происшествия, где обнаружен автомат, 2 пистолета и гильзы от пуль, были привлечены многочисленные силы полиции и медики. Джаниева расстреляли из пистолета-пулемета УЗИ с глушителем, на месте убийства обнаружили 65 гильз. В момент госпитализации на теле Равшана Ленкоранского было обнаружено 20 пулевых ранений. Сомнений в том, что Ленкоранский погиб от пулевых ран, у родственников не было, поэтому посчиталось целесообразным не проводить судебно-медицинскую экспертизу. 19 августа 2016 года тело убитого в Стамбуле Равшана Джаниева было доставлено на его родину, в Ленкорань, на самолете президента группы компании Палмали Мубариза Мансимова. По разным данным, самолет встречали в аэропорту от 5000 до 25 тысяч человек. На прилегающих дорогах образовались пробки. Скорбящие с криками «Аллаху Акбар» и «Равшан» проводили траурный кортеж до самого дома погибшего.